Великие сокровища древнего мира всегда привлекали внимание искателей приключений и археологов. Их существование окутано легендами, а поиски часто заканчивались неожиданными находками. Одним из самых известных примеров является гробница Тутанхамона, обнаруженная в 1920 году. Это открытие стало настоящим триумфом для археологии и погрузило мир в тайны Древнего Египта. Внутри гробницы нашли более 5000 артефактов, от золотых украшений до мебели, тщательно изготовленной для воссоединения с фараоном в загробной жизни. Удивительно, но гробница была почти нетронутой, что дало ученым уникальную возможность изучить эпоху, когда правили фараоны. Не менее впечатляющей была находка на территории Месопотамии, плиты с клинописью, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры. Эти артефакты позволили расшифровать язык шумеров, открыв двери к пониманию их культуры, религии и образа жизни. Исследования показали, что шумеры создали одну из первых форм письменности, что изменило ход истории. Эти находки стали основополагающими для изучения древних цивилизаций и их вклада в развитие человечества. Подобные находки произошли и в Центральной Америке, где археологи в 1960-х годах обнаружили сокровища цивилизации майя. В одном из храмов нашли золотые и серебряные изделия, а также уникальные керамические изделия, которые досконально отражали сложные ритуалы и обычаи этого народа. Сокровища свидетельствовали о высоком уровне художественной и технической мысли, а также о богатстве, которым обладали майя, создавая свои величественные города. Говоря о сокровищах, нельзя не упомянуть о затерянном городе Эльдорадо, о котором ходило множество слухов. Поиски этого золотого города привели к масштабным экспедициям в Южной Америке. Хотя сам город так и не был найден, археологи обнаружили золото и драгоценные артефакты на территории современных Колумбии и Перу, что подтверждало наличие богатых культур, которые оставили свой след в истории. Не менее захватывающим является открытие, сделанное в 1983 году, когда археологи нашли сокровища в древнем городе Петра, ныне известном как Розовый город. Эти находки включали в себя уникальные статуи, ювелирные изделия и архитектурные конструкции, которые показывали невероятное мастерство древних ремесленников. Археологи были поражены тем, как много информации о жизни и культуре набатеев можно было узнать из этих артефактов. Эти истории о сокровищах древнего мира не только вдохновляют исследователей, но и продолжают будоражить воображение людей по всему миру. Каждый артефакт хранит в себе тайны, которые ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми. И если все эти находки стали возможными, то что же еще скрывает Земля, ожидая, когда кто-то рискнет ее исследовать? В мире археологии всегда остается место для новых открытий, и каждая находка может стать ключом к разгадке загадок, которые веками оставались неразгаданными. Легенды о потерянных городах, окруженные тайной и захватывающей атмосферой, вдохновляли исследователей на протяжении веков. Эти мифы часто имеют под собой реальную основу, однако с течением времени они обрастают фантастическими подробностями, затмевающими истину. Одним из самых известных примеров является легенда о городе Зе, который, согласно слухам, находился в джунглях Амазонки. В поисках этого загадочного места в 1920 году отправился британский исследователь Перси Фоссет. Его экспедиции вызывали широкий интерес, однако сам Фоссет бесследно исчез, что добавило еще больше загадки к его истории. Несмотря на отсутствие подтверждений, многие продолжают искренне верить в существование этого потерянного города. Еще одной загадочной локацией является Атлантида, мифический остров, описанный Платоном, который, по его словам, исчез в океане. Существуют различные теории, пытающиеся идентифицировать Атлантиду с реальными местами, такими как острова Санторини или Крит. Археологи исследовали эти территории, однако найти четкие доказательства существования Атлантиды так и не удалось. Тем не менее, интерес к этому мифу не угасает, и множество людей по сей день мечтают разгадать его тайны. Параллельно с поисками Атлантиды археологи активно искали легендарный город Эльдорадо, о котором ходили слухи, что он был полон золота и драгоценных камней. В XVI веке испанские конкистадоры стремились заполучить богатство этого мифического места, что привело к множеству экспедиций в Южную Америку. Хотя сам город так и не был найден, были обнаружены обширные золотоносные районы, такие как регионы Колумбии и Перу, где были найдены артефакты и золото, подтверждающие существование высокоразвитых культур. Потерянный город Мачу-Пикчу, открытый в 1911 году американским археологом Хайремом Бингемом, также стал ярким примером того, как легенды становятся реальностью. Этот великолепный город инков, расположенный на высокой горной вершине, сохранил множество тайных ритуалов и архитектурных шедевров, которые продолжают привлекать внимание туристов и ученых со всего мира. Исследования показывают, что Мачу-Пикчу был не только административным центром, но и священным местом, что делает его открытия особенно значимыми для понимания культуры инков. Не менее интригующими являются легенды о Кахоки, исчезнувшей культуре, которая существовала на территории нынешнего Среднего Запада США.
Археологи обнаружили обширные земляные холмы, которые использовались для ритуалов и захоронений, однако причина упадка этой культуры до сих пор остается загадкой. Исследования показывают, что Кахокия была одним из крупнейших городов в Северной Америке, а ее влияние простиралось на сотни миль. Каждая из этих историй о потерянных городах и утраченных цивилизациях полна тайн, которые, возможно, когда-нибудь будут раскрыты. В конце концов, за каждым мифом может скрываться нечто большее, чем просто вымысел. Но что же еще ждет своих исследователей среди бескрайних джунглей и заброшенных руин? Полученные знания и открытия могут открыть новые горизонты в нашем понимании истории. Великий Египет всегда манил исследователей своими чудесами и загадками. Мумии, которые сохранили свои тайны через тысячелетия, и артефакты, рассказывающие о жизни фараонов, продолжают вызывать неподдельный интерес. Одной из самых интригующих находок стала мумия Рамсеса II, обнаруженная в 1960-х годах. Эта мумия, датируемая XIII веком до нашей эры, не только сохранила черты лица великого фараона, но и загадочным образом была исследована с помощью современных технологий, включая компьютерную томографию. Ученые смогли восстановить его облик и проанализировать состояние здоровья, что дало возможность узнать о болезнях, которые поразили Рамсеса. В то же время в гробнице Тутанхамона были обнаружены не только золото и драгоценности, но и загадочные артефакты, которые до сих пор вызывают вопросы. Например, среди находок оказались странные музыкальные инструменты, которые, казалось бы, не имели аналогов в то время. Их предназначение остается неясным, и ученые по-прежнему обсуждают, какую роль эти предметы могли играть в ритуалах или в повседневной жизни фараонов. Не менее захватывающей была находка мумий животных, таких как кошки, собаки и крокодилы, которые были захоронены в отдельных гробницах с большим почетом. В Древнем Египте животные играли важную роль в культуре и религии, и их мумии свидетельствуют о почитании этих существ. Существуют даже специальные гробницы для мумифицированных священных животных, как, например, гробницы священных быков в Мемфисе. Эти находки позволяют ученым глубже понять верования и практики древних египтян. Однако тайны не ограничиваются только мумиями. В 1920 веке археологи начали исследовать храмы в Луксоре, где были найдены удивительные росписи и артефакты, многие из которых также не были поняты. Ученые обнаружили изображения, на которых изображены боги и ритуалы, но многие детали остаются загадкой. Например, на одной из стен храма Хатшепсут изображены сцены, которые вызывают вопросы о возможных космических или астрономических знаниях древних египтян. В 21 веке археологи продолжают делать открытия, которые могут изменить наше представление о египетской цивилизации. В 2020 году в Саккаре была найдена гробница с более чем 100 мумиями, которые были в отличном состоянии. Это открытие стало одним из самых значительных в последние годы и дало возможность исследовать захоронения, которые ранее не были доступны. Гробница принадлежала жрецу, что подтверждает важность религии в жизни древних египтян. Более того, в последние несколько лет было обнаружено множество артефактов в районе древнего города Пи-Рамсес, столицы Рамсеса II. Раскопки принесли уникальные находки, такие как статуи, керамика и даже таблички с иероглифами, которые помогают понять, как жили люди в то время. Эти находки не только дополняют картину о быте древних египтян, но и подчеркивают, насколько высокоразленной была их цивилизация. Тайны Великого Египта остаются неисчерпаемыми, и каждое новое открытие вызывает больше вопросов, чем ответов. Каждая мумия, каждый артефакт – это ключ к пониманию не только истории Египта, но и всего человечества. Но как же много еще скрывается под песками времени, ожидая, когда археологи вновь откроют двери в прошлое. Археологические исследования не только раскрывают сокровища древних цивилизаций, но и приоткрывают завесу над существованием скрытых культур, которые оставили за собой загадки и тайны. Одним из ярких примеров является обнаружение цивилизации, известной как Хараппа, на территории современного Пакистана и Индии. В начале 20 века археологи начали раскопки в Мохенджо-Даро, одном из главных городов этой древней культуры. Город, датируемый третьим тысячелетием до нашей эры, был поразительно хорошо спланирован, с развитой системой водоснабжения и канализации. Ученые нашли множество печатей, керамики и ювелирных изделий, что свидетельствовало о высоком уровне развития этой исчезнувшей цивилизации. Не менее интригующим стало открытие древнего города Чан-Чан в Перу, который был столицей культуры Чиму. В 1976 году археологи начали раскопки этого города, который когда-то был одним из крупнейших в Южной Америке. Уникальные конструкции, выполненные из глиняных кирпичей, поражали своей величиной и сложностью. Здесь были найдены остатки храмов, дворцов и даже кладбищ, что дало ученым возможность изучить быт и верования древних Чиму. Другим ярким примером является обнаружение наскальных рисунков в пещерах Альтамира в Испании. Эти рисунки, датируемые более 30 тысяч лет назад, были найдены в 1881 году.
На них изображены бизоны и другие животные, что стало настоящим окном в прошлое. Эти артефакты помогли понять, как жили и охотились древние люди, а также их отношение к окружающему миру. Искусство Альтамира стало символом начала нового уровня человеческого самовыражения. В последние десятилетия археологи также обратили внимание на глубоководные находки. Например, в 2015 году в результате подводных раскопок у побережья острова Патмос в Греции были обнаружены остатки древнего порта, который когда-то служил важной торговой артерией. Находки, включая керамику и статуи, помогают нам понять, как древние цивилизации взаимодействовали между собой, а также их экономику и культуру. Скрытые цивилизации также стали объектом внимания в Латинской Америке. В 2018 году археологи обнаружили ранее неизвестные руины в джунглях Гондураса. Эти находки, известные как Белый город, стали настоящей сенсацией. Исследования показали, что этот город был построен индейцами, которые оставили после себя массивные каменные структуры и уникальные артефакты. Раскопки продолжаются, и каждое новое открытие приближает нас к пониманию жизни этой загадочной культуры. Не стоит забывать и о находках в области Месопотамии. В 2019 году археологи нашли руины древнего города, который ранее считался утраченным – Урук. Этот город был домом для шумеров, и его историческое значение невозможно переоценить. Найденные таблички с клинописью открыли новые горизонты в изучении древнего языка и культуры. Каждое новое открытие в области археологии расширяет наши знания о прошлом, заставляя задумываться о том, сколько еще тайн скрывает Земля. Скрытые цивилизации, которые были забыты временем, продолжают открываться на наших глазах благодаря труду ученых и стремлению разгадать загадки истории. Эти находки не только подтверждают существование забытых культур, но и предоставляют нам возможность лучше понять, как развивалось человечество на протяжении веков. В этом бесконечном процессе открытия мы лишь на поверхности, и впереди еще много удивительных открытий. Древние цивилизации обладали технологиями, которые по сравнению с современными кажутся настоящими чудесами. Одним из наиболее впечатляющих примеров является система водоснабжения, разработанная цивилизацией Хараппа в Индской долине. Археологи обнаружили, что города, такие как Мохенджо-Даро и Хараппа, имели сложные системы дренажа и водопровода, которые обеспечивали жителей чистой водой. Эти технологии включали подземные каналы и водостоки, что позволяло эффективно удалять сточные воды. Ученые считают, что такой уровень инженерии был не просто впечатляющим, но и необходимым для поддержания здоровья населения. В Древнем Египте также были достижения в области технологий, которые оставили свой след в истории. Одним из ярких примеров является строительство пирамид. Пирамида Хеопса, например, была построена из более 2 миллионов каменных блоков весом до 3 тонн каждый. Археологи полагают, что для этого использовались сложные методы транспортировки и подъемные механизмы, которые позволяли перемещать тяжелые грузы на большие высоты. Исследования показывают, что древние египтяне использовали деревянные сани и смазывали их водой, чтобы облегчить движение по песку. Это открытие стало настоящим прорывом в понимании строительных технологий того времени. Не менее удивительными были достижения в области астрономии. Древние майя разработали сложные календари, основанные на наблюдениях за небесными явлениями. Их астрономические знания позволяли предсказывать солнечные и лунные затмения, а также сезонные изменения. Археологи нашли обширные астрономические таблицы, которые подтверждают, что майя могли точно рассчитывать время и предсказывать важные события для сельского хозяйства и религиозных ритуалов. В Древнем Китае изобретение пороха привело к значительным изменениям в военной технологии. Первые упоминания о порохе относятся к IX веку нашей эры. Китайцы использовали его для создания фейерверков, а затем и для создания оружия, бомб, ракет и огнестрельного оружия. Эти технологии изменили ход боевых действий и оказали влияние на военную стратегию в других культурах. Еще одной выдающейся технологией был изобретенный древними римлянами бетон, который позволил строить прочные и долговечные здания. Римские архитекторы использовали бетон для создания арок, куполов и мостов. Одним из самых знаковых сооружений является Пантеон в Риме, который сохранился до наших дней и служит примером мастерства римских строителей. Не забываем и о достижениях в медицине. В Древнем Египте использовали различные лечебные травы и методы, такие как хирургия и бальзамирование. Документы и папирусы, найденные археологами, свидетельствуют о том, что древние врачи знали о многих болезнях и применяли эффективные методы их лечения, включая использование хирургических инструментов, которые удивительным образом напоминают современные. Технологии древности не только удивляют, но и показывают, насколько высокоразованными были наши предки. Каждый новый артефакт, найденный археологами, открывает нам новые горизонты в понимании их жизнедеятельности и умений. Эти достижения остаются актуальными даже сегодня, вдохновляя современные поколения на новые открытия и развитие технологий. Тайны прошлого все еще ждут своего часа, и каждый новый шаг в археологии приносит нам важные знания о том, как развивалось человечество.
Археология порой дарит нам находки, которые поражают воображение и заставляют пересмотреть представления о древних цивилизациях. Среди них многие ритуалы и обряды, которые кажутся странными и необъяснимыми для современного человека. Одним из самых шокирующих примеров является открытие на территории древнего Месопотамии, где археологи в 2017 году обнаружили останки людей, похороненных с загадочными артефактами. Среди них были каменные фигурки, украшенные символами, которые до сих пор не расшифрованы. Ученые предполагают, что эти ритуалы были связаны с почитанием богов, но точные причины и намерения остаются загадкой. Еще одной загадкой являются находки в Техасе, где в 2015 году были обнаружены следы древних ритуалов, связанных с охотой. Археологи раскопали большое количество каменных орудий, которые, по всей видимости, использовались в ритуальных целях. Ученые считают, что древние люди использовали их для обращения к духам животных, чтобы обеспечить удачу в охоте. Эти находки позволяют предположить, что духовные практики и ритуалы охоты играли ключевую роль в жизни этих людей. Не менее удивительными являются находки в Египте, где в 2020 году археологи нашли гробницу с необычными артефактами, связанными с ритуалами мумификации. Среди них оказались специальные инструменты для бальзамирования, которые использовались древними жрецами. Некоторые из этих инструментов были изготовлены из редких материалов, таких как обсидиан и золото. Эти находки подтверждают высокие технологии и глубокие знания древних египтян в области медицины и ритуальной практики. В Центральной Америке, на территориях древней цивилизации майя, также были обнаружены ритуальные артефакты, которые шокируют археологов. В 2017 году группа исследователей раскопала храм, в котором находились жертвенники с равномерно расположенными человеческими черепами. Эти находки указывают на практику человеческих жертвоприношений, которая, вероятно, была частью религиозных обрядов. Археологи пришли к выводу, что такие ритуалы проводились для умилостивления богов, и это подчеркивает сложность и многообразие религиозных практик древних майя. Находки в Перу также удивляют своей таинственностью. В 1981 году археологи обнаружили тайные подземные храмы, где проводились ритуалы, связанные с поклонением богам. Эти храмы были украшены фресками, изображающими божеств, и сохранили следы жертвоприношений. Исследователи предполагают, что ритуалы могли включать в себя как ритуальную еду, так и человеческие жертвы. Эти открытия дают возможность глубже понять сложные религиозные системы и ритуалы, существовавшие в древних цивилизациях. Мистические и загадочные ритуалы, которые практиковались древними народами, продолжают будоражить умы ученых и исследователей. Каждый новый артефакт, найденный в ходе раскопок, открывает окно в прошлое и приоткрывает завесу над тайнами, которые веками оставались неразгаданными. Эти находки показывают, насколько разнообразными и сложными были верования и практики древних культур, и предполагают, что мы все еще находимся на пути к полному пониманию их глубоких традиций. С каждым новым открытием археология раскрывает нам не только артефакты, но и целые миры древних цивилизаций, которые оставили свой след в истории человечества. На протяжении многих лет археологи продолжали раскрывать тайны древней цивилизации майя, оставившей после себя уникальное наследие в виде письменных знаков. Майя не только создали изысканные города с величественными храмами, но и разработали сложную систему иероглифического письма, которая использовалась для записи их истории, религии и астрономии. Одним из наиболее значительных открытий стало расшифрование написанных на каменных стелах текстов, которые раскрывали важные события и правителей этого народа. В 1940-х годах археологи начали исследовать более чем 200 иероглифов, найденных на различных артефактах, которые позже стали известны как классические тексты майя. Эти записи содержат информацию о политических событиях, династиях правителей, а также ритуалах и праздниках, которые были важны для общества. Однако, несмотря на интенсивные исследования, многие тексты оставались неразгаданными, что вызывало интерес историков и лингвистов. В 1981 году археологи обнаружили высокие памятники на раскопках в Тикал, одном из крупнейших городов майя. На этих памятниках были изображены сцены из жизни правителей, а также боги и мифические существа. Некоторые из текстов на памятниках удалось расшифровать, и они рассказали о великих победах и ритуалах, связанных с плодородием и жертвоприношениями. Эти находки помогли ученым лучше понять политическую структуру и религиозные верования майя. В 90-х годах 20 века стало известно о найденных рукописях в области, известной как кодексы. Один из самых известных – Кодекс Дрезденский, который включает в себя астрономические таблицы и ритуальные тексты. Ученые выяснили, что эти манускрипты содержат детальные расчеты затмений и описания церемоний, которые проводились для обеспечения благополучия и урожая. Однако, несмотря на их ценность, многие страницы были утрачены, а оставшиеся тексты содержат множество загадок для исследователей. Начиная с 2010 года, новые технологии, такие как компьютерная томография и трехмерная визуализация, начали применяться для исследования иероглифов и их значений. Это дало возможность более точно анализировать записи на артефактах и соотносить их с другими находками.
Ученые стали открывать новые аспекты языка майя, включая использование метафор и символики в их текстах. К примеру, в 2000-х годах археологи нашли табличку с иероглифами в Питене, которая содержала указания на важные астрономические события. Эта находка подтвердила теорию о том, что майя использовали астрономию для планирования своих сельскохозяйственных циклов. Некоторые исследователи предположили, что эти знания могли быть утеряны, но находки показывают, что они все же существовали и имели важное значение для культуры. Не менее важной стала находка в 21 веке, когда были обнаружены новые памятники в древнем городе Калакмуль, где также нашли записи, касающиеся торговли и дипломатических отношений. Это открытие помогло понять, как майя взаимодействовали с соседними культурами и как это влияло на их развитие и процветание. Тайны, скрытые за письменами майя, продолжают будоражить умы исследователей. Каждая новая находка предоставляет возможность лучше понять их мир и культуру, а также раскрывает неожиданные аспекты их истории. И хотя многие вопросы остаются без ответа, археология продолжает работать над распутыванием этих сложных узоров, находя новые ключи к пониманию одного из самых удивительных народов древности. Археология — это не только захватывающее открытие, но и постоянная борьба с подделками, которые могут затмить истинные сокровища древности. В мире археологии артефакты, находящиеся на грани истины и фальшивки, становятся настоящими головоломками. Одним из самых громких случаев стал артефакт, который получил название «Камень Капитолия». В 1970-х годах его нашли в Месопотамии, и он стал сенсацией, ведь на нем были выбиты древние надписи. Однако после тщательного изучения археологи пришли к выводу, что камень был подделкой, созданной в 20 веке. Этот случай стал ярким примером, как легко можно ввести в заблуждение даже самых опытных исследователей. Не менее шокирующим было открытие в 2004 году, когда в Турции нашли суперсарай, коллекцию уникальных артефактов, которые на первый взгляд казались подлинными. Однако дальнейшие исследования показали, что это были искусно выполненные подделки, созданные для продажи туристам. Эти находки обнажили проблему, с которой сталкиваются археологи: как отличить истинное от фальшивого, когда подделки выглядят столь правдоподобно. В то же время находки, которые на первый взгляд могли показаться подделками, на самом деле оказывались настоящими. Например, в 2019 году археологи обнаружили статую, которую изначально считали фальшивкой. Однако после проведения комплексного анализа, в том числе рентгенографии, выяснилось, что статуя действительно принадлежит древней культуре и представляет собой уникальное произведение искусства. Сложности выявления подделок становятся особенно актуальными в условиях, когда артефакты с черного рынка часто оказываются в музеях и частных коллекциях. Например, в 2012 году в Новой Зеландии было возвращено множество артефактов, вывезенных из Египта. Эти находки, хотя и выглядели как настоящие, на самом деле оказались результатом незаконных раскопок и подделок. Такие случаи подчеркивают важность этики в археологии и необходимость четкой проверки происхождения артефактов. Некоторые подделки становятся настоящими произведениями искусства. Так, в 21 веке на аукционе была продана статуя, которая была создана в 18 веке как подделка древнегреческого артефакта. Специалисты, проведя анализ, обнаружили, что статуя в конечном счете была гораздо более ценной, чем оригинал, поскольку она демонстрировала уровень мастерства того времени. Тайны подделок становятся особенно интригующими, когда исследователи сталкиваются с артефактами, которые якобы принадлежат к различным культурам. В 2006 году в Эквадоре была обнаружена индейская шапка, которая на первый взгляд выглядела как древний артефакт. Однако при детальном изучении выяснилось, что шапка была изготовлена на местной фабрике всего несколько лет назад. Исследования показали, что местные жители создали эту шапку как туристическую атрибутику, и она была совершенно не связана с историей индейцев. Каждый случай подделок подчеркивает, насколько важно сохранять историю и не позволять фальшивкам затмить истинные артефакты. Существуют организации, которые занимаются проверкой подлинности находок, чтобы предотвратить попадание фальшивок в музеи и коллекции. Например, в 2010 году состоялся международный форум археологов, где обсуждали методы проверки подлинности и способы выявления подделок, основанные на научных методах и новых технологиях. Археология становится настоящим детективом, где каждое открытие может оказаться как триумфом, так и разочарованием. Подлинные артефакты продолжают вдохновлять ученых и исследователей по всему миру, однако постоянная угроза подделок заставляет быть начеку. Подделки, которые когда-то могли вызвать восторг, теперь служат напоминанием о том, как важно сохранять честность и этичность в мире археологии. Каждый артефакт — это часть истории, и ни одна подделка не должна затмевать правду, которую они несут. Археология часто удивляет нас своими находками в самых неожиданных местах. В 2015 году археологи в Иране сделали сенсационное открытие, раскрыв руины древнего города, который, как предполагали, был скрыт под песками на протяжении тысячелетий.
Этот город, известный как Джиреф, датируется примерно третьим тысячелетием до нашей эры. Ученые нашли уникальные артефакты, включая керамику и предметы быта, которые помогли понять, как жили люди в этом регионе. В 2006 году в итальянских Альпах была обнаружена мумия, известная как Эци, которая оказалась удивительно хорошо сохранившейся. Его останки были найдены на высоте более 3000 метров, и исследования показали, что он жил около 5000 лет назад во времена неолита. Ученые смогли извлечь множество информации о его образе жизни, включая диету и болезни, что дало им возможность взглянуть на жизнь людей в доисторические времена. А в 2018 году археологи обнаружили у побережья Мексики подводные руины, которые, как оказалось, были частью древнего города, затопленного 1000 лет назад. Эти находки подтверждают теории о том, что климатические изменения и поднятие уровня моря могли сыграть значительную роль в судьбе древних цивилизаций. Находки включали уникальные статуи и каменные изделия, которые помогли ученым лучше понять, как выглядела жизнь в этом затонувшем городе. Не менее интересными были находки на территории Японии, где в 2019 году археологи нашли остатки древнего святилища, которое, как полагают, использовалось для ритуалов, связанных с поклонением предкам. 80 скульптур, найденных в этом святилище, изображали духов и божеств. Эти находки открыли окно в верования и практики древних японцев и стали важным вкладом в изучение культурного наследия региона. В 2000-х годах археологи также сделали важные находки на территории Греции. В 2010 году в Эпире была обнаружена гробница, в которой находились останки древнегреческого воина. Ученые нашли доспехи, оружие и другие предметы, которые позволили глубже понять военное дело и образ жизни древних греков. Эти находки подтвердили богатую историю региона и его влияние на дальнейшее развитие западной цивилизации. В 2000 году на территории Месопотамии было сделано еще одно потрясающее открытие. Археологи раскопали древний город, который, как предполагается, был одним из центров цивилизации шумеров. Находки включали печати с клинописью, остатки зданий и даже элементы системы орошения, что подтверждало высокий уровень инженерного мышления и организации общества того времени. В 21 веке археологи продолжают находить артефакты в самых неожиданных местах. Например, в 2019 году в Индии была обнаружена древняя керамика, датируемая более 4000 лет назад, что свидетельствует о существовании развитой культуры, о которой ранее не было известно. Находки включали изящно оформленные сосуды и предметы быта, которые поставили под сомнение существующие представления о распространении цивилизации в этом регионе. Каждое новое открытие погружает нас в тайны прошлого и подтверждает, что под землей скрыто еще множество сокровищ, ждущих своих исследователей. Эти находки не только обогащают наше понимание истории, но и вдохновляют новые поколения археологов на поиски забытых культур и цивилизаций. Земля все еще хранит множество секретов, и каждое раскопанное сокровище приближает нас к разгадке этих тайн. История является учителем, и археологические открытия предоставляют нам не только захватывающие артефакты, но и важные уроки. Каждое открытие раскрывает страницы прошлого, показывая, как древние цивилизации решали свои проблемы, строили общество и взаимодействовали с окружающим миром. Например, находки, сделанные в Месопотамии, демонстрируют, как шумеры разработали одну из первых систем писем, что стало основополагающим для ведения учета и управления. Эти таблички с клинописью помогают современным ученым понять, как функционировали правительственные и коммерческие структуры того времени. Не менее важными являются уроки, извлеченные из находок на территории Древнего Египта. Исследования мумий и артефактов показывают, что древние египтяне обладали глубокими знаниями в области медицины, муммификейшн и ритуалов, связанных с загробной жизнью. Существуют записи, свидетельствующие о сложных хирургических операциях, что указывает на высокий уровень медицинской практики. Открытия в гробницах, как, например, мумия Рамсеса II, показывают, что знания о анатомии были достаточно развиты, что позволяло успешно проводить процедуры, которые могли бы спасти жизни. Не менее интересны уроки, которые мы можем извлечь из изучения цивилизации майя. Их достижения в астрономии и математике, о которых свидетельствуют календарные системы и иероглифы, показывают уровень развития науки. Расшифровка древних текстов подтверждает, что они могли предсказывать солнечные затмения и фазу Луны, что играло важную роль в их сельском хозяйстве и религиозных ритуалах. Открытия в Тикале и других городах майя показывают, что их общество было высокоорганизованным, способным к сложным социальным и экономическим взаимодействиям. История Кахоки, исчезнувшей культуры на территории современных Соединенных Штатов, также предоставляет важные уроки. Археологи, исследующие земляные холмы и остатки построек, обнаружили, что эта культура имела сложные социальные структуры и торговые отношения с другими народами. Однако, несмотря на достижения, эта цивилизация со временем пришла в упадок, и эта история напоминает нам о хрупкости общества.
Сокровища, найденные в Параке, Перу, предоставили уникальную возможность понять, как древние культуры взаимодействовали со своей средой. Артефакты, включая керамику и инструменты, показывают, как они адаптировались к сложным климатическим условиям и использовали доступные ресурсы. Уроки, извлеченные из изучения их методов сельского хозяйства и рыболовства, могут быть полезны для современных практиков, стремящихся к устойчивому развитию. Каждое новое открытие добавляет к нашему пониманию не только культур, но и общих человеческих ценностей. Взаимодействие между различными цивилизациями, их торговля, войны и обмен знаниями – все это оставляет следы в археологических находках. Эти уроки помогают нам лучше понять, как человечество развивалось на протяжении веков, позволяя извлекать уроки из ошибок и достижений древних обществ. Не менее важным является осознание того, что многообразие культурного наследия обогащает наше восприятие человечества. Археологические исследования помогают восстановить утраченные связи и увидеть, как народы, отделенные временем и пространством, могли влиять друг на друга. Каждый артефакт, каждое открытие – это ключ к разгадке тайны, которая соединяет нас с нашими предками, и каждый урок, который мы можем извлечь из их истории, способствует дальнейшему развитию нашего общества.